Уважаемые друзья, через несколько минут начнется торжественная церемония открытия 19-го Всероссийского фестиваля вайшнавских общин Садху Санга. По традиции, перед открытием фестиваля несколько слов скажет член Союза писателей России, руководитель гуманитарной миссии «Пища для жизни» города Сочи, наш замечательный друг и дружинин Валерий Николаевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Жалко, что не все собрались сейчас в Пандаре, но тем не менее мы не будем уходить от традиционного времени, и мы попытаемся сейчас сказать несколько слов благодарности и всех вас поздравить от имени оргкомитета фестиваля, от имени гуманитарной миссии «Пища жизни» с тем, что наш фестиваль состоялся. И мы обязаны проведению данному фестивалю нашим местному руководству, главе Туапсинского района Лыбаневу Владимиру Викторовичу. Поприветствуем его. Его помощнице Носко Анне Владимировне, а также начальнику местного УВД, полковнику Павлик Александру Павловичу, главе Джубхи Краченцева Татьяна Юрьевна. Поприветствуем ее. Конечно, особо хочется отметить директора пансионата «Морская волна», который в третий раз нам позволяет провести этот фестиваль. Это Мочалов Валерий Иванович. Поприветствуем его. Этот фестиваль проводится, я не знаю, сказал ли наш ведущий, но я все-таки посчитал, он проводится уже 20-й раз в Южном федеральном округе. Это юбилей! Эти фестивали начались с Дивноморска, потом продолжились в Кренице. В Дивноморске даже проводились 2 раза в год, весной и осенью несколько раз. Потом в Кучугурах, потом после этого в Анапе. Недавно в Туапсинском районе, в Химике, кто из вас приезжал на эти фестивали. А теперь вот 3-й год подряд мы проводим в этом замечательном месте. Место вам нравится? Хорошо, спасибо. И хочется поприветствовать всех тех, кто к нам сегодня приехал. Это духовные учителя, это наши наставники. Мы знаем, что наша организация является светской, от слова «свет», да? Но любая организация, она имеет в своих рядах духовный аспект, нравственный аспект, да? И вот синтез духовности и нравственности на этих фестивалях наиболее проявляется. Мы хотим поприветствовать всех наших духовных наставников, которые приехали сюда для того, чтобы дать нам эти знания. Поприветствуем их. Тут подходит человек, который пытается, говорит, уже пора, но мы слышали, что сейчас только что была молитва, да? Слышали молитву? Это молитва памяти, это молитва благодарения. Любая молитва — это что? Это благодарность природе, друг другу, Богу. За что? За все, что Он нам здесь дает. Ведь так? И мне тут подсказали, говорит, Валерий Николаевич, вы там член Союза писателей России, какие-то стихи вы пишете. Я не знаю, какие стихи вам почитать, но один у меня стих есть про любовь. Можно, да? И вот, наверное, этим я завершу. Любовь течет к тебе рекою,
Прозрачной чистой водой она питает все вокруг. Из гор, срываясь водопадом, она сметает все преграды потоком девственным. То вдруг журчание тихо замирает, молчит, как будто отдыхает, и ты, мой нежный, верный друг, спеши скорее к истоку, сквозь водопады и протоку, сквозь суету страданий мук, его живительная сила неутомима и красива. Подставь лицо, отпей глоток, в нем все, мгновение, вечность, пространство круг и бесконечность. Перед тобой любовь и Бог. Я хочу еще раз поздравить вас с фестивалем, с открытием фестиваля. Хочу пожелать всем, чтобы нашу культуру, которую мы несли, наш фестиваль называется Садху Санга на санскрите, а по-русски это культура. Культура общения, культура дарения, культура благодарения. Мы должны показать здесь этот пример культуры и образованности, отношений друг к другу, дарить друг другу улыбки, цветы, освященную пищу, свое сердце. Спасибо. Вот сейчас пришла неожиданно к нам прямо сюда Ольга Святославовна. Она замечательная женщина, она является лидером Туапсинского района. Она расскажет вам несколько слов. Добрый вечер, глубоко уважаемые высокие гости, организаторы и участники фестиваля Садху Санга 2017. От имени руководства и владельца нашей детской здравницы я рада приветствовать вас не первый год на нашей территории. Я надеюсь, что вам все нравится и что вы на следующий год обязательно приедете на нашу территорию. Спасибо большое. Я желаю вам удачи, терпения, веры и всего самого лучшего. Спасибо вам. Наше приветственное слово сегодня из письма. Захотел зачитать письмо Шрилы Прабхупады. Присаживайтесь, радикветно успокаивайтесь, не волнуйтесь. Оставьте все беспокойства за пределами этого пандала. Вот. Разговоры. Спасибо. Итак, письмо Шрилы Прабхупады, 73-й год, Дамадари. Если ты сам показываешь пример вайшнавского поведения, то по праву можешь называться моим представителем. Внимательно слушайте, пожалуйста, очень важные вещи, что Прабхупада пишет. Нам не нужны титулы и прочие ярлыки. Господь Чайтанья установил правила учить других собственным примером. Именно это я и пытаюсь сделать. Если вы все мои ученики тоже будете делать это, наше движение ждет славное будущее. Простые слова Шрилы Прабхупады, но на самом деле они очень глубокие. И каждый из вас должен понимать, что он является представителем движения Шрилы Прабхупады, он представляет нашего основателя Ачарьи. И по каждому из нас люди судят о Шриле Прабхупаде, о нашем движении. Уже тише, но вот еще где-то голоса. Матаджи обсуждает последние новости, очевидно. Дети. И в седьмой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада, он объясняет, для чего создано это движение. Одна простая цель, чтобы мы все могли с вами собираться, слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, говорить о Кришне, вспоминать о Господе, хранить Господа в своем сердце. Это основная цель нашего движения Шраванам и Киртанам. Поэтому мы хотим сегодня представить наших удивительных гостей. И я хочу попросить Шачинандана с вами начать это представление. Давайте его поприветствуем. Нужен переводчик. Пожалуйста, пожалуйста. Он представлять будет гостей, потом каждый из них. Давайте поприветствуем Шачинандана Махараджа. Все вдохновлены, постоянно экстатические киртаны, экстатическое настроение. Мы очень счастливы, правда, что он приезжает к нам.
Он представит гостей, и после этого каждый гость, он немножко расскажет о своем семинаре, который он будет читать. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, I must tell you, I feel like a mosquito amongst elephants. Прежде всего, я хочу признаться, что я чувствую себя здесь, как комар среди слонов. Especially before my exalted God brothers, I am hoping that I will do everything right. Особенно здесь, стоя перед лицом моих уважаемых старших духовных братьев, я только и думаю, как бы не ошибиться в чем-то. But I must tell you, it feels very nice to be in a humble state of mind. Но признаюсь вам, такое смиренное настроение очень мне нравится. See, a Vaishnava festival wants to help each single one who comes here. Когда кто-то приезжает сюда на Вайшнавский фестиваль, мы хотим, чтобы каждый получил здесь благо. We all have come as pilgrims. As pilgrims. Мы все прибыли сюда как паломники. We want to have good Vaishnava Sangha. И мы хотим, чтобы здесь у нас получилась замечательная санга с вайшнавами. This association will help us to get rid of our material attachments. Общение, которое позволит нам избавиться от ненужных материальных привязанностей. And in this association, we hopefully can develop compassion for all living entities. Мы надеемся на то, что в общении с вайшнавами здесь в нас разовьется сострадание ко всем живым существам. Another goal of a Vaishnava festival is to awaken taste for the holy names of Lord Krishna. Другая цель, ради которой вайшнавы проводят такие фестивали, заключается в том, чтобы развить вкус к повторению святого имени Кришны. And the fifth goal is that during this time, we want to engage all our energy in the service of Hari, Guru, and the Vaishnavas. И пятая цель заключается в том, что мы хотим посвятить все свои силы служению, трансцендентному служению Хари, Господу Хари, духовному учителю, гуру и вайшнавам. We have traveled from far and wide. Now let us use our association for the maximum spiritual benefit. Все мы приехали сюда из дальних уголков стран этой страны и других стран. Поэтому давайте же использовать все эти бесценные минуты для того, чтобы получить это бесценное общение. Let us be mindful that here we can attain what is very difficult to attain elsewhere. Давайте никогда не будем забывать, что здесь мы можем получить то, что очень сложно обрести где-то в другом месте. Here our heart can be relatively easy purified. В этом месте наше сердце относительно легко может очиститься. So that taste for the holy name and taste for the service of Lord Krishna, of our beloved Srila Prabhupada and the Vaishnavas can arise in our hearts. И именно здесь вкус к повторению святого имени, к служению Кришне, служению Гуру, к служению нашему любимому Шри Прабхупаде и всем вайшнавам, вкус к этому может пробудиться здесь. My exalted God brothers who are sitting here are priests in this yajna. Священниками или жрецами на этой яге являются мои возвышенные духовные братья, которые сидят перед нами. They will guide all of us to engage wholeheartedly in the wonderful occasion of coming together in this Sangha, Bhakti Sangha, what is it called? Sadhu Sangha festival. Они будут вести нас с вами, они будут показывать нам путь, что делать во время этого замечательного фестиваля Садху Санга. In this way, they will guide us as the main priests to all become priests in the yajna of chanting the holy name. И под их опытным руководством каждый из нас может стать жрецом или участником этой замечательной яги повторения святого имени. Let us call upon them one by one and ask them to introduce their subject matter which they have come to share with all of us. Давайте же сейчас попросим каждого из них по очереди рассказать о том, о чем они будут
рассказывать здесь на фестивале. This will help you to come in the right frame of mind so that you are prepared for their lectures and seminars and presentations. Это позволит нам лучше понять и сосредоточиться на том, что мы должны услышать в их лекциях, в их семинарах. We will first ask His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj to share with us. Прежде всего мы попросим его святейшество Бхакти Чайтанья Махараджа. He is known to the Vaishnava world as traveling tirelessly between South Africa and North and Russia and many places in the world, and is known for his very thought-provoking seminars on various spiritual subjects. Он очень известен по всему миру, поскольку он неустанно путешествует по всему миру, с Южной Африки до севера России. И он ездит везде и вдохновляет преданных своими глубокими семинарами. By his wonderful example, he has started many wonderful projects in Krishna consciousness. Своим удивительным примером он заложил разнообразные проекты в сознании Кришны. In a small country like Lithuania, I was there, I saw an ocean of Vaishnavas and many interesting projects, including building a Vedic temple, etc. Даже в таких небольших странах, как Литва, в которой я вот недавно был, он вдохновил преданных на замечательные проекты. В частности, например, в той же Литве это построение огромного ведического храма. Let us now lovingly welcome Давайте же с любовью поприветствуем его. His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj. Hare Krishna. Спасибо вам, спасибо, Сачинанда Махарадж. Барк сказал, что я путешествую, и я не устал, да? Я могу сказать вам, я очень устал. Окей. Здесь сейчас у меня будет семинар, как обсуждение. Это обсуждение о молитвах из Шримад Бхагаватам, из наших великих ачарьев, да? Да. Как Шрила Нароттам Дас Тхакура, особенно Шрила Нароттам Дас Тхакура, и Бхактивинода Тхакура тоже. И потому что это очень важный момент в сознании Кришны, что это наше настроение. Мы должны развивать это довольно. Развивать настроение. Преданности, да. И каждый день мы поем, да. Каждый день мы поем баджан, как из Нароттам Дас Тхакура, Бхактивинода Тхакура. И мы будем обсуждать, да, что они говорили там. Да. И я надеюсь, что это нам поможет, да? Я изучаю русский язык. Не беспокойтесь, на семинаре я буду говорить
английский. Okay, that's the idea. Вот об этом будет семинар. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Our next Vaishnava is His Holiness Devamrita Maharaj. А следующий вайшнав это его святейшество Девамрита Махарадж. I asked him, Maharaj, where are you based these days? Я однажды спросил его: Махарадж, где вы сейчас вообще проживаете? And I got the information in New Zealand, in Australia. Он сказал: ну, в Новой Зеландии проживаю, в Австралии. In America, he's leading as a GBC the Gita Nagari farm. Ну, в Америке, как GBC, он занимается фермой Гитанагари. He is a prolific writer. Также он очень много пишет. But there is a little secret about Devamrita Maharaj, which may not be known to the younger amongst you. Но я могу сказать вам, что у Девамрита Махараджа есть один секрет, который многим из вас может быть неизвестен. He was amongst the first devotees who ventured to cross through the Iron Curtain and preach in various East European and, as I believe, also Russian parts of the world. Он был одним из тех преданных, одним из первых преданных, которые пересекли железный занавес и проповедовали в странах восточноевропейского блока. He is a very inspiring presence. Мы очень воодушевлены его присутствием здесь. And lately the world has come to see his wonderful leading of kirtan and dancing very energetically. Everywhere. Он очень Ukraine and Russia. Yes. Он очень вдохновляет своим присутствием, и обычно в конце концов все превращается в какой-то безумный киртан, когда преданные танцуют. Это и на Украине, и здесь. Let us very lovingly welcome His Holiness Devamrita Maharaj. Приветствуем с любовью его святейшества Девамрита Махараджа. The topic of my seminar is Bhakti living in the material world, questions and answers. Мой семинар называется «Вопросы и ответы на тему «Как бхакти выживает в материальном мире». I want it to be a chance for a lot of personal interaction. Я хотел бы, чтобы у нас было много общения, живого общения. And it's especially focused on those of you who I haven't seen for a year or two. Этот семинар в особенности рассчитан на тех из вас, с кем мы не виделись на протяжении уже года или даже двух. But everyone, of course, is invited. Но, конечно же, мы будем рады каждому. And I know that there are many questions about how to apply bhakti life. Я уверен, что у вас много вопросов о том, как применить бхакти в нашей жизни практически. Krishna consciousness is based on wisdom and the application of that wisdom. Сознание Кришны в основе своей имеет мудрость и науку того, как применять эту мудрость в жизни. And when we discuss the intricacies of applying spiritual life in the material world, we often find similar patterns amongst us. И когда мы обсуждаем нюансы того, как применить духовную науку здесь, в материальном мире, то мы видим, что часто мы говорим об одних и тех же моментах. So I think we'll have very interesting discussions. Я уверен, что у нас будет очень интересное обсуждение. And the questions and answers will be important for everyone. И эта форма вопросы и ответы будет важна для каждого. Thank you very much. Большое Hare спасибо. Krishna.
Next, we will call upon His Holiness Shivaram Maharaj to introduce the subject which he will share with us. Сейчас мы попросим его святейшество Шилу Шивараму Махараджа рассказать о теме своего семинара. His Holiness Shivaram Maharaj is known in our movement for many things which he has pioneered. Мы знаем, что Шивараму Махараджа, он известен в нашем движении тем, что он начал и продвинул очень много важных вещей. He has gone to Hungary and developed really the kingdom of God on earth. Vrindavan Dham in the midst of the Hungarian landscape. В Венгрии он развил замечательный проект, буквально царство Бога на земле, Шри Вриндаван Dham. I have heard that he was honored by the Hungarian government for his achievements with great acknowledgements and praises. Я даже слышал, что венгерское правительство наградило его особой наградой, отмечая его вклад в развитие страны. He is the writer of many books which have inspired the Vaishnava worlds and which cover subjects from directly talking about Krishna and the glories of Lord Krishna. Он написал очень много книг, которые вдохновляют множество вайшнавов. Эти книги написаны на разнообразные темы, включая такие как непосредственно прославление Кришны. And also the application of important spiritual principles like the guru-disciple relationship, etc. Также он пишет о очень важных практических гранях нашей культуры, например, таких как отношения гуру и ученика и другие темы. Once, when we met, he shared with me what is very important in his heart. Однажды при встрече он поделился со мной тем, что в тот момент было очень важным для него. He wants to see that the movement of Srila Prabhupada is really continuing in the future as it is. Он сказал мне, что его волнует то, как движение Шрилы Прабхупады будет развиваться в будущее и останется при этом неизменным. I want to request all of you to now lovingly welcome His Holiness Shivaram Maharaj. С любовью поприветствуем Шрилу Шивараму Махараджа. At the outset, I would just like to apologize that I will only be able to stay here for another 2 days. Я сразу должен извиниться, что я смогу оставаться здесь лишь еще 2 дня. Somehow or another, both this Sangha as well as the European Cow Protection seminar is coinciding. Так уж получилось, что по срокам наложились вот этот фестиваль, это Санга и Европейская конференция по защите коров и сельскому хозяйству. That's on the 15th, 16th, 17th. Эта конференция была давно запланирована на 15, 16 и 17 числа. Which means I'll have to take your leave on the 14th. Это означает, что 14 я уже должен отсюда уехать. Anyway, but over those 2 days, I would like to talk about preserving Srila Prabhupada's legacy. Я хотел бы в эти 2 дня, которые у нас есть, поговорить о том, как нам сохранить наследие Шрилы Прабхупады. It's exactly what Satchidananda Maharaj was speaking about. Собственно, Шрила Саччинанда Махарадж уже сказал об этом. Both in terms of the culture of Krishna consciousness as well as the institution. Как нам сохранить наследие Шрилы Прабхупады как в форме проявления культуры, в форме культуры сознания Кришны, так и в форме организации. The responsibility is shifting from those on this side to those on this side of the stage. Мы будем говорить о том, как нам правильным образом передать ответственность вот с этой стороны, сверху сцены, вот сюда, на эту сторону сцены. So I'd like to talk about how it is that we're going to actually preserve the internationality for Krishna consciousness for the next coming thousands and thousands of years. Я буду говорить на эту тему, о том, как нам сохранить движение сознания Кришны на последующие тысячи и тысячи лет. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.
Next, we will request His Holiness Praladananda Maharaj to share with us the topic of his seminar. Теперь мы попросим его святейшество Прохладананду Махараджа рассказать о своем семинаре. Praladananda Maharaj is known amongst his god brothers as a very wonderful devotee. Все духовные братья почитают Прохладананду Махараджа как очень замечательного преданного. Who appreciates very much the reading of Srila Prabhupada's books. Мы знаем, что он очень любит читать книги Шрилы Прабхупады. Who is very much there in the sadhana programs. Также мы знаем, что он не пропускает ни одной программы садханы, ни одного блока садханы. He is the minister of the Sannyas committee. Также мы знаем его, что это именно он, министр саньясы, председатель комитета саньясы. And lately, on top of all his responsibilities, he is the health minister also. Wow. Также он у нас происходит еще министр здравоохранения. Вот. Yes. Представляете, есть такое. And on top of all this, he has taken on now GBC responsibilities in some countries like Poland and what is it called? Croatia, Serbia, these type of И countries. также он еще, помимо всего этого, он принял еще на себя ответственность секретаря, зонального секретаря GBC в таких странах, как Польша, Хорватия. I request you now to lovingly welcome this wonderful Vaishnava. Давайте же с любовью поприветствуем этого замечательного преданного. Очень приятно. Я немного говорю по-русски. Но как Бхакти Chaitanya Maharaj, чуть-чуть по-русски. The title of my seminar will be about the 6 loving exchanges that the devotees have with each other. Я буду говорить на тему 6 видов любовных отношений, которыми преданные обмениваются друг с другом. Especially, Srila Prabhupada emphasizes how they should be appropriately exchanged. Особенно, если мы сосредоточимся на том, как Шрила Прабхупада объясняет нам, как нужно обмениваться этими отношениями. And the emphasis of the seminar will be especially, as His Holiness Shivram Maharaj just pointed out, how we should put in these loving exchanges Srila Prabhupada in the center and make his example and instruction the basis of those loving exchanges. И как близко к тому, о чем сказал Шрила Шиврам Махарадж, мы постараемся говорить о том, что нам делать, чтобы Шрила Прабхупада был в центре этих отношений. В центре этих отношений. That will ensure the purity of our movement as well as its future. Это позволит сохранить нам чистоту этих отношений, значит чистоту нашего движения на годы вперед. Спасибо. Харе Кришна. The next devotee who we will invite to share with us the subject of his presentations will be His Holiness Lokanath Maharaj. Следующий преданный, которого мы попросим рассказать о своем семинаре, презентации, это будет его святейшество Локанат Махарадж. Lokanath Maharaj is known all over ISKCON and beyond as the inaugurator of a project of Srila Prabhupada, which requires a lot of austerity, Padayatra. Все знают, что Шрила Локанат Махарадж тот преданный, который начал очень важный проект Шрила Прабхупады, развивает важный проект, требующий очень больших вложений сил и аскезы, это Падаятра. I have seen him walking barefoot through Vrindavan, Mayapur, and everywhere else, leading a team of dedicated devotees to spread, on pilgrimage, but also to spread Krishna consciousness.
Я неоднократно встречал его в различных уголках в Индии, во Вриндаване, в Майяпуре. Я видел, как он босиком идет по земле и ведет за собой очень многих преданных. Это не только паломнические группы, но также и проповеднические группы Санкиртана. He has inaugurated many temples and projects in India. Также в Индии под его началом существует очень много, или появилось очень много храмов. And inspired many others all over the world. Он также воодушевляет на это многих людей по всему миру. But he is especially known Но в особенности все его знают по одной вещи. For his golden throat. По его золотому пению. In the throat, all the beautiful melodies and ragas reside. Из этих уст исходят многочисленные прекрасные раги, мелодии. It is said, when a man opens his mouth, you will hear what is in his heart. No, when a man opens his mouth, Говорится, что когда человек раскрывает рот, то можно понять, что у него на сердце. Yes. So I request all of you to now lovingly welcome His Давайте Holiness с любовью поприветствуем его святейшество Локанатха Махараджа. Manchakapadaruvyasya kripasindhubheva padidanam pavanebhyo Krishnebhyo. I'm happy to be back. Я очень рад вернуться сюда. I don't know whether you are happy, but I'm happy. Не знаю, счастливы ли вы, но я точно счастлив. Before I talk about my topic, which I will talk about very briefly about my topic at the end. Прежде чем я расскажу о своей теме, а я о ней скажу, но кратко и в конце. I'm reminded of Hare Krishna festival in Bombay in 71. Сейчас я вспомнил фестиваль Харе Кришна, который проходил в 1971 году в Бомбее. Which I attended for first time. The first time I was just new bhakta in the audience. Тогда я фактически первый раз участвовал в таком фестивале, я был совсем начинающим бхактой. March, April 71. Это был март-апрель 1971 года. And there was an announcement. Я увидел объявление. The Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada will go to Moscow in June. Я услышал, преданные говорили, что Бхактивиданта Свами Прабхупада в июне отправляется в Москву. When that announcement was made, there was a big applause. Когда это объявление прозвучало, люди просто были оглушительные аплодисменты. Давайте. In Bombay, it was not that big. Applause was much Конечно, bigger в here. Бомбее аплодисменты были погромче. Now, Indian Swami going to communist country was a big thing, was a big news. Ага, индийский с вами едет в коммунистическую страну, в СССР, но это действительно событие. And Prabhupada had come to Moscow. И Прабхупада действительно поехал в Москву. He came, he saw, and he conquered. Он пришел, увидел, победил. And during that very first visit, he made one devotee also
И во время этой своей первой, единственной поездки в Россию он сделал или проповедовал одному преданному. Now today, India is celebrating 125th anniversary of Vivekananda Swami's talk in Chicago. В этом году Индия празднует 125-летие с момента, когда Вивекананда с вами произнес свою историческую речь в Чикаго. He gave a big talk. Он очень веско говорил там. Traveled around. Он поездил по Америке. And they always say there's one big outcome of that preaching tour, travels in the West. И все говорят, что благодаря этому его путешествию, этому его проповедническому турне произошел один очень важный эффект. And that he converted one lady. She became follower of Vivekananda. One lady. Все говорят, что он совершил чудо. Одна женщина стала его последовательницей. Bhagini, her sister Nivedita. Ее звали Бхагини Ниведита. Бхагини значит сестра Ниведита. Big outcome. India is impressed. It's always mentioned. Swami Vivekananda preached, and one lady joined. Это целое огромное событие. Индия просто ликует. Наш с вами Вивекананда запроповедовал одну женщину. And when I see here, но когда я смотрю на вас, how many Bhaginis, смотрите, сколько сестер, Бхагини, countless, how many Bhagats, а сколько Бхагав, братьев, and they are all not here also. They are all not here. Many are. И здесь не все ведь еще собрались, еще много кто не вместился в пандал. So from that one devotee, now we have thousands of devotees. Все началось с одного единственного преданного, и сейчас здесь тысячи преданных. This is the result of the Sadhu Sangham that Russia received from a sadhu. Bhaktivedanta Swami Sadhu in 71 he came and he conquered, he preached, he prayed, and as a result we see ocean of devotees here. Все это произошло лишь по милости того, что один саду приехал сюда, Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, в 1971 году, и он проповедовал, он молился. И благодаря этому сейчас здесь мы видим океан преданных. I don't know whether there's a news for you, but a few years ago in a magazine called Newsweek, the global English magazine. Не знаю, в курсе вы или нет, но несколько лет назад один знаменитый журнал Newsweek опубликовал статью. There was a cover story. Эта статья была на обложке журнала. That said, in former Soviet Union, там было написано, что бывший Советский Союз, the fastest growing religion is Hare Krishna. В бывшем Советском Союзе быстрее всего развивается одна религия. Это Харе Кришна. And they also reported, I don't know where they got it. They said there are 700,000 followers of Hare Krishna in Russia. Я не знаю, где они взяли цифры, но они сказали почему-то, что в бывшем Советском Союзе 700 тысяч последователей. And this is just the beginning. Это только начало. So there was only one bhakti, and this was the first and the last one. Bhagini Nivedita, she was the first and last one to the follower of. Это Найведита, сестра Найведита была первой и последней последовательницей Вивекананды. So Leninism, Prabhupada talked about. If you follow your leader Lenin and you have Leninism, Шрила Прабхупада говорил, что вы следуете за Лениным, поэтому вы ленинисты. but we follow Bhagavad communism, Prabhupada said. Но мы, Прабхупада, следуем бхагаватамизму. So that Bhagavad communism is Коммунизм Бхагавата, is Krishna consciousness. Коммунизм Бхагавата — это сознание Кришны. Is equal to Gaudiya Vaishnavism. Другое его название — Гаудия Вайшнавизм. So I will
talk about Gaudiya Vaishnavism. И я буду говорить о Гаудия вайшнавизме. Aradhyo Bhagavan Brajesha Tanaya Dhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Brajavadu Vargena Ya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumarto Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradharona Paraha. There is nothing superior to this. There are different items. Нет ничего, что превосходило бы то, что описано в этом стихе. And this is opinion of Chaitanya Mahaprabhu. И таково мнение Чайтаньи Махапрабху. So what those different items are, we'll talk about that. Aradhyo Bhagavan Brajesha Tanaya. Мы будем говорить с вами об этих, о том, что упомянуто в этом стихе. Арадхья Бхагаван. And the gopis and their bhava. Будем говорить о Кришне, о гопи, об их настроении. And Bhagavatam and supreme scripture. Будем говорить о Бхагаватам, который является высшим писанием. And praying as the prayojan, the goal of this life. И будем говорить о прее, как о высшей цели, о проезженной жизни. So we'll talk about Chaitanya and Chaitanya's followers, and I like that. Мы будем говорить о Господе Чайтанье и его последователях. You are welcome to come and find out what I'm going to talk about. Поэтому, пожалуйста, приходите и послушайте. Thank you. The next devotee will be Mandakini, a Vaishnavi who was very instrumental in the early days here in Russia. А следующий, кого мы позовем, будет Матаджи Мандакини. Она в самом начале еще развития создания Кришны в России, она очень-очень помогла Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada actually sent her on a very, on a mission of full surrender to Russia, to marry a person who was to become the main preacher in the beginning, and she didn't even know him. Она взвалила на свои плечи невероятно трудную миссию, которую Шрила Прабхупада дал ей. Он попросил ее поехать сюда и выйти замуж за первого преданного, за единственного проповедника. Она даже никогда не видела этого человека. This Vaishnavi is extremely surrendered to Srila Prabhupada. Это Вайшнави невероятным образом предана Шриле Прабхупаде. And I heard her recently in the Swiss Bhakti retreat telling about her experience in Russia, and everyone was really listening to every word as if it was pure nectar. Буквально недавно я слышал, как она рассказывала на Бхакти-ретрите в Швейцарии о своем опыте пребывания здесь в России проповеди. И все преданные слушали, не отрываясь, словно действительно пили нектар. She is one of the early disciples of Srila Prabhupada. Она одна из первых учениц Шрилы Прабхупады, одна из ранних учениц. And her heart is full of very, very affectionate memories of many interactions with Srila Prabhupada. И сердце ее наполнено удивительными воспоминаниями, исполненными любви, воспоминаниями об ее отношениях со Шрилой Прабхупадой. Let us very respectfully welcome Mandakini Со всем почтением поприветствуем Мандакини Матаджи. Srila Prabhupada. My dear devotees, I would like to express my gratitude to be once again amongst all of you. Прежде всего, дорогие преданные, я хочу искренне поблагодарить вас за возможность вновь быть среди вас. And it's such a privilege to see actually Srila Prabhupada's vision coming true about Russia. Для меня видеть, как
то, как план Шрилы Прабхупады на Россию раскрывается постепенно, это действительно большая честь. He was calling your country Rishia, the land of the rishis. Прабхупада называл Россию землей Риши, Раша или Ришия. And he told about you that you were the greatest theist. И он говорил про вас нечто. Он сказал, что вы лучший из теистов. And traveling to all the different cities, it's quite extraordinary to see how people are just coming to Krishna consciousness. Я путешествую по многим городам России и не устаю удивляться тому, как люди приходят к сознанию Кришны, но больше и больше. The Sankirtan devotees in Siberia are talking about invasion of Siberia. Эти преданные санкиртанщики в Сибири просто повсюду находятся по Сибири. So, I will have 3 sessions with you. Итак, у нас будет с вами 3 встречи здесь. And with the blessings of my exalted brothers. И по милости, по благословению моих возвышенных духовных братьев. And with the blessings of all of you. И по вашим благословениям, с вашими благословениями. I will attempt to talk about Srila Prabhupada's vision about the ladies in Krishna consciousness. Я постараюсь говорить о том, как Шрила Прабхупада видел положение женщин в сознании Кришны. How he was interacting with his daughters. Я буду рассказывать о том, как он общался со своими духовными дочерьми. How Srila Prabhupada was at the same time revolutionary and traditional on the question of the woman. Я буду говорить о том, как Шрила Прабхупада сочетал в себе традиционный подход и одновременно революционный подход в отношениях со своими ученицами, с женщинами. And then we will go on talking about some of the 26 qualities of the pure devotee. Затем мы рассмотрим с вами пристально на некоторые из 26 качеств чистого преданного. And see how Srila Prabhupada was actually embodying these qualities. И увидим, что все они в совершенстве были проявлены в Шриле Прабхупаде. Спасибо большое. Now I want to request His Grace Madhavananda Prabhu to introduce his subject matter. Сейчас я попрошу Мадхавананду Прабху, его милость Мадхавананду Прабху рассказать о его теме. Madhavananda Prabhu is known all over ISKCON as the publisher of a very, let me say, informative Vaishnava magazine and also newsletter. Все знают в ISKCON, что Мадхавананда Прабху издает замечательный журнал, который насыщен информацией, знанием о сознании Кришны. Также он издает газету. Yes. He gives now seminars all over the world, going and is known to go very deep into Vaishnava informations, which are very well researched. Также он сейчас путешествует по всему миру и рассказывает об очень серьезных и глубоких темах сознания, важных для сознания Кришны, для развития сознания Кришны, и делает это на очень глубоком научном уровне. His spiritual master, His Holiness Govinda Maharaj, had a few points which concerned him very much, and one was to show how all the informations about Krishna and even very, let me say, elevated subject matters in Krishna consciousness are here in Krishna consciousness and are found in Srila Prabhupada's books. Его духовный учитель Шрила Говинда Махарадж очень переживал, очень родил за несколько моментов, и один из этих моментов заключается в том, что Говинда Махарадж хотел доказать нам, что многие темы, даже очень возвышенные темы в сознании Кришны, можно во всей полноте обнаружить и раскрыть здесь, в движении Шрилы Прабхупады. And in his well-informed seminars and writings, Madhavananda does just that. He shows us how all questions can be satisfied by going deep in the philosophy
and tradition and sampradaya which Prabhupada introduced. В своих глубоко проработанных семинарах и презентациях он рассказывает об этих важных и глубоких темах, о том, как их можно найти в нашей сампрадае, в нашем учении, в том, как представил их Шрила Прабхупада. Please lovingly welcome Madhavananda Prabhu. Давайте с любовью поприветствуем Madhavananda Prabhu. Я хотел сказать, что Madhavananda Prabhu приехал первый раз к нам. Я надеюсь, пожалуйста, приходите на его семинар, я надеюсь, он сможет покорить ваши сердца, и вы также с этой теплотой, любовью покорите его сердце, и он будет к нам приезжать вновь и вновь. Давайте еще раз его поприветствуем. Его прекрасный журнал Кришна Катхамрита, вот это 14-й выпуск, он выпущен и издан на русском языке, и приходите на его программы, лекции, семинары, и много интересного он расскажет. Шупрупадаки. Gurave Guru Chandraya, Radhikaya Chadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Bhaktaya Namo Namaha. I have a mixture of feelings when I'm coming before all of you today. I'd just like to share that with you first. Представ перед всеми вами, я испытываю смешанные чувства. Я хотел сначала признаться в этом. On one hand, it's very overwhelming and so exciting to see so many wonderful Vaishnavas. С одной стороны, это потрясающее чувство, когда я вижу столько вдохновленных вайшнавов. On the other hand, I feel a little afraid and very humbled to be sitting in the presence of so many of my senior Gurujanas. С другой стороны, я чувствую себя немного неловко, и мне как-то неловко говорить в присутствии моих старших наставников, старших вайшнавов. And I think that really my purpose in coming here is a blessing from my Guru Maharaj. Поэтому я говорю честно, что я пришел сюда, чтобы получить благословение своего Гуру Махараджа. He wanted very much to come to Russia. He spoke with me personally about that. Он очень хотел приехать в Россию, он сам лично сказал мне об этом. And as Sachinanda Maharaj had mentioned, he wanted very much, he told us you should work to help uphold the prestige of Prabhupada's mission. И как сказал Сачинанда Махарадж, он говорил нам, вы должны трудиться ради того, чтобы миссия Шрилы Прабхупады, миссия Искон была признана. And he said the best way to do that is to have nice Krishna Katha and nice Vaishnava dealings. Он сказал, чтобы это произошло, у вас должна быть хорошая Кришна Катха и должны быть хорошие отношения между вайшнавами. So I'm also wondering then, why am I here? И я вот тоже думаю, а как я здесь очутился? It reminds me of a nice verse from Skanda Purana. Это напоминает мне один замечательный стих из Сканда Пураны. Asajana sajana sange sangat karoti dusadyam api hasadyam. That someone may be a sajan, a very bad person like myself. В этом стихе говорится, что человек может быть асаджан, то есть нехорошим человеком, как я. Sajana sange sangat, in association with so many saintly persons. Однако саджана санги санга в общении с такими святыми людьми, которых мы видим здесь. Karoti dusadyam api hasadyam. Even a rascal can get the topmost thing. Даже такой мошенник, такой негодник может обрести высшее богатство. Just like Pipilaka means an ant. Точно так же, как пипилака или муравей. Just like an ant can touch the moon. Разве может муравей коснуться Луны? How can an ant touch the moon? Разве это возможно? If the ant is associating with a flower. Да, это возможно, если он, муравей, будет общаться вместе с цветком, будет общаться с цветком. And that flower is offered to the head of Lord Shiva. И если этот цветок, на котором сидит муравей, предложит в голове Господа Шивы, the moon is there in the head of Lord Shiva. То там, на голове Господа Шивы, тоже есть Луна. So that insignificant ant can get the highest. Итак, какой-то маленький, никчемный муравей может достичь таких высот. So it's a blessing for my spiritual master to get your association. Итак, общение с вами – это благословение от моего духовного учителя. The topic of our subject that we're supposed to speak about is the glory of mothers and responsible men. Мы будем говорить на тему, такую тему, это слава материнства и ответственных мужчин. But really, what we want to speak about is bhakti. Но по сути мы будем говорить о бхакти. In the Satvata Tantra, it's described. В
Садху-тантре говорится: Hari lila sutochara, Padeshi satatam tvaya, Kaya pritista baharyata bhaktir nanashyati. That we should learn how to love devotees. Необходимо научиться любить преданных. It's not bad to love devotees. Любить преданных вовсе неплохо. If we learn to love devotees, then our bhakti will always be protected. Если мы научимся любить преданных, то наша бхакти всегда будет под защитой. Yata bhakti nanashyati, our bhakti we won't fall down if we always love devotees. Если мы всегда будем любить преданных, то мы никогда не пойдем с этого пути бхакти. But how do we love devotees? Но как же полюбить преданных? We love them by coming together and hearing Krishna Katha. Чтобы полюбить преданных, нужно собираться с ними и слушать Кришна Катху. By keeping Krishna in the center. Чтобы в центре был Кришна. So we like to speak something which may sound like a social subject. Итак, мы будем говорить о тему, которая может показаться такой социальной. But I don't want to approach it in that way. Однако я не собираюсь подходить к ней с этой стороны. Many different stories of different acharyas, different Puranic stories. We want to see how this is actually a topic about devotion, about bhakti. Мы будем цитировать разные истории из Пуран, из жизни ачарьев, но смысл это в том, чтобы показать, что в центре всего этого и сутью всего этого является бхакти. I don't want to speak about details. Я не хочу сейчас раскрывать все подробности. Because details differ even in South India or Gujarat or Vrindavan and Orissa. The details of Vaishnava culture differ very greatly. Мы не будем в целом пускаться в детали, какие-то подробности культуры, поскольку культура отличается даже в Южной Индии, в Гуджарате, еще где-то. Какие-то отличия будут. But the principle of respect is always there. Однако главные законы, такие как закон уважения, никуда не деваются. In particular, in Gaudiya Vaishnavism, mothers have the topmost position. В частности, в традиции гаудии и вайшнавизма матерям уделяется самое высокое положение. As we'll discuss a little later in the Narada Pancharatra, it's said that Srimati Radharani, she's the mother of the universe. Например, как мы потом будем говорить, в Нарада Панчарате сказано, что Шримати Радхарани является матерью всей Вселенной. And Krishna is the father of the universe. А Кришна является отцом Вселенной. And the mother is worthy of 100 times more respect than the father. И матери уделяются сотни тысяч раз больше почтения, чем отцу. Why is this? Почему так? How does this manifest in Gaudiya Vaishnavism? Почему и как это проявляется, как это видно в истории гаудии и вайшнавизма? What is a very deep esoteric understanding of this in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu? И каково глубинное эзотерическое значение этого явления в рамках движения Шри Чайтаньи Махапрабху? Вот эти темы мы будем изучать с вами. Because Hari Lila Sutochara Pareshi Satatambe Kari Pritastavahari Yatam Bhaktivanashiki. We should learn to love devotees. Да, нам необходимо научиться любить преданных. But real love means keeping Krishna in the center. Истинная любовь означает, что в центре этих отношений Кришна. We should love persons because they're Krishna conscious. Мы любим людей, поскольку они создают Кришну. And if grihastha men can love their wives in a Krishna conscious way. И как мужчина грехаста может любить свою жену в сознании Кришны? If the ladies can love their husband in a Krishna conscious way. Если женщины будут любить своих мужей в сознании Кришны, because their spouse is always speaking about Krishna. Поскольку их супруг или супруга всегда говорят о Кришне. If devotee parents can love their children because Krishna is there. И если преданные родители будут любить своих детей именно из-за Кришны, if brahmacharis can love other brahmacharis because they're Krishna conscious, если один брамачари будет любить, дружить с другим брамачари, поскольку они sannyasis can love Кришны, other sannyasis for the same reason, если такие же отношения будут связаны с саньяси по той же причине, then yata bhakti nanashyati, our bhakti will be preserved, тогда наша бхакти всегда будет под защитой, on an individual level, как индивидуально, and on a collective level in our society, bhakti will flourish. так и коллективно, то есть в рамках нашего общества бхакти будет только процветать. So, going through many different stories and different examples, we'd like to explore this topic. Итак, мы будем приводить разные истории, разные примеры для того, чтобы проиллюстрировать эти темы. So, thank you very much for letting us come. Большое спасибо за то, что приняли здесь меня. Hare Krishna.
Thank you very much. I will also give a seminar. Я, кстати, тоже буду семинар читать. This spring, many elevated leaders of our society met in Mayapur to discuss the question, how can we ensure that Srila Prabhupada's movement would go on in full strength in the future. В этом году весной лидеры нашего движения собрались в очередной раз в Майяпуре, и основной из тем наших обсуждений было следующее. Что нам нужно сделать, чтобы движение сознания Кришны продолжало существовать, движение Шрилы Прабхупады продолжало существовать на долгие поколения вперед? His Holiness Shivaram Maharaj said, how can the responsibility go from these devotees, the disciples of Srila Prabhupada, go to all of you? Как Шиварама Махарадж сформулировал это, он сказал, что нужно понять, как ответственность за движение Шрилы Прабхупады постепенно и экологично перейдет с этих плеч на все ваши плечи. 3 points were isolated, and one of them was devotees should read regularly in Srila Prabhupada's books, and they should be taught how to do so and extract important principles from them. Мы выделили 3 наиболее важных момента, и один из них заключается в том, что преданным в ИСККОН необходимо научиться правильно читать книги Шрилы Прабхупады и делать это регулярно. With this mission, I'm giving now many seminars and on this subject, and this seminar will be dedicated to isolate the different sadhanas or spiritual practices in the Bhagavatam. И на эти темы я сейчас, как раз на эту тему я часто говорю, и сейчас я буду говорить о том, как нам isolate different sadhanas or spiritual practices from the teachings of the Bhagavatam. Я буду говорить о том, как нам обнаружить, найти разные виды садханы и изучения Шримад Бхагаватам. It will be hopefully mind stimulating. Я надеюсь, что это заставит вас задуматься, подумать. We will discuss the life of certain persons like Parikshit Maharaj, Shukadev Goswami. Мы будем обсуждать эти темы на примерах жизни разных преданных, таких как Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами. Their pastimes, their individual challenges in some cases. Будем смотреть с вами, как проходила их жизнь, какие испытания в своей жизни они встречали. We will draw a few principles from their amazing spiritual practice. И из примера их удивительной, беспрецедентной духовной практики мы будем выводить определенные уроки. And then suggest how the devotees can imbibe these principles in very practical terms in their lives. И затем мы предложим очень практические советы о том, как преданные могут применить эти выводы в своей жизни. It will be very much about how to become empowered by reading the Bhagavatam. По сути, мы будем говорить о том, как мы можем получить полномочия, получить силы благодаря изучению Бхагаватам. Also, I cannot stay so as long as I want. It will be only 3 days. К сожалению, я тоже не могу остаться надолго. Мне удалось выкроить только 3 дня. Then my preaching tasks and responsibility have compelled me to go to other places. Я должен идти дальше, ехать в другие места, проповедовать. Я обязан. So now I want to request Achyutatma Prabhu to introduce one remaining presenter, Patita Pavana Prabhu. Попрошу Ачютатму Прабху рассказать о оставшемся. And also he has a long list of exalted God brothers who are yet to come. И также он расскажет, прочитает длинный список наших моих духовных братьев, которые еще приедут. Yeah. Okay. So thank you very much and Hare Krishna. Перед тем, как представить еще преданных, которые будут проповедовать, я хотел также передать поклоны и благословения всех, кто едет сюда. Удивительные вайшнавы, мы их все ждем. И
Прежде всего, кто-то уже приехал, кто-то на пути. Это Ниранджана с вами. Давайте тоже их поприветствуем. Махадьюти с вами. Прабхавишну Прабху. Недавно звонил Гопал Кришна Госвами. Совсем буквально вчера, позавчера у него пропал голос, но сегодня он позвонил, сказал, голос возвращается, я еду. И также мы ждем Джая Патака с нами. Он давно уже не был на наших фестивалях, поэтому мы с нетерпением хотим с ним пообщаться. Вот. И еще некоторых других преданных. И сейчас я хотел представить наших русских преданных, вы их и так хорошо знаете, это Патита Павана Прабху. Его удивительные семинары, давайте его поприветствуем, очень скромный. Его истории, семинары, они удивительно точны, они наполнены историями, которые поражают просто их разум, вот, ясный. Поэтому, пожалуйста, давайте, чтобы еще раз поприветствовали его и приходите, пожалуйста, на его семинар. Я бы хотел сказать спасибо Чудакне Прабху, Адите Дугахна Прабху, вообще всем тем невидимым воинам, которые организовали все это чудо. Я все время, когда приезжаю, не могу поверить, что это опять происходит. И я не знаю, чем бы я мог помочь. Я все время прошу, скажите мне, что я могу сделать. Это слишком мало, просто что-то говорить. Каждый может. Действительно что-то организовать такое космическое, это просто чудо какое-то. Тот семинар, который я прочитаю, он будет называться «Практическая доброта». Он будет основан на Шримад-Бхагаватам. Мы утром и вечером, час-два говорим о Шримад-Бхагаватам, слушаем о Шримад-Бхагаватам, читаем. Остальные 22 часа мы практикуем Шримад-Бхагаватам. И вот с практикой иногда возникают некоторые трудности, о которых я бы хотел поговорить, чтобы мы действительно достойно представляли Бхагаватам, чтобы мы действительно красиво представляли Бхагаватам, чтобы всем хотелось спросить, кто вы, кто за вами стоит. И мы бы сказали, за нами стоит Шрила Прабхупада. Я надеюсь, это принесет какую-то пользу организаторам и всем вам. Спасибо большое. Шрила Прабхупада. Также я хотел представить, он не нуждается в представлении, но хотел бы поблагодарить, что он приезжает каждый год. Это Церемония Прабху. Прекрасный был фестиваль. Также там придаст наше общение свое Гарри Дама Прабху. Мы попросим Церемонию Прабху поделиться, о чем будет. Он также, я понимаю, будет вместе Джай Патак с вами участвовать в этих программах, но и также будет у нас есть пандал удивительный Нитьянанда, и, похоже, не зря его так назвали, там будет программа Бхакти Варикши. Харе Кришна! Спасибо, я очень счастлив быть на этом уже, наверное, 20-м фестивале Садху Санга в моей жизни и видеть столько родных, прекрасных лиц, преданных. Да, как все последние годы, у нас будет специальная площадка, где будет происходить общение на темы развития Бхакти-врикши. В этом году, по милости организаторов, это будет пандал под названием Нитьянанда, что очень хорошо подходит для бесед про Бхакти-врикшу. И наш семинар в этом году будет иметь загадочное название «Бхакти-врикша. Перезагрузка». И его не только я буду проводить, у нас здесь собралось много замечательных лидеров Бхакти-врикши со всей страны, и это будет наше коллективное усилие
будем обмениваться нашим опытом и видением того, что сделать, чтобы в ближайшие годы Бхакти-врикша стала развиваться в этой стране еще более успешно, еще более могущественно. И особенностью этого года будет то, что к нам на наши семинары будет приходить его святейшество Шрила Джапатакхи Махарадж. У него будет 3 семинара здесь, больших, в Пандале, и кроме этого он будет приходить на наши семинары иногда, а он является основоположником программы Бхакти-врикша в современном мире. Поэтому, общаясь с ним, мы сможем соприкоснуться с самой, я надеюсь, сутью, с истинной энергией, вложенной в эту программу. И благодаря этому эта наша перезагрузка Бхакти-врикши должна произойти очень успешно. Так что всех, кто Бхакти-врикшей занимается или хочет заниматься, милости просим. Начало завтра вторым блоком в Пандале Нитянанды. Харе Кришна. Дорогие преданные, каждый вечер в 18:30 у нас будет основная ягья, да, это Санкиртана ягья. Пожалуйста, приходите, что мы приехали сюда как-то порадовать Господа, и давайте все вместе будем воспевать святые имена. 18:30 после последнего блока семинаров здесь в Большом Пандале. И я хочу пригласить the World Holy Name Festival and Sadhu Sanga, the 2 festivals will go on hand in hand here. World Holy Name Festival, один фестиваль святого имени, and Sadhu Sanga Festival will go hand in hand. И затем у нас будет фестиваль Садху Санги. You heard of World Holy Name Festival? То есть это фестиваль святого имени. I just heard, first time they heard it. Фестиваль святого имени, Всемирный фестиваль святого имени и наш фестиваль проходят одновременно. Спасибо. It has begun already on the 9th. Он начался 9-го. Goes on up until 17th of this month. И закончится, и будет продолжаться до 17 сентября. The whole world of ISKCON is participating in this World Holy Name Festival. И представьте, весь мир участвует в этом Всемирном фестивале святого имени. This is to commemorate Srila Prabhupada's arrival in America in 1965. И этим фестивалем мы хотим отпраздновать прибытие Шрилы Прабхупады в Америку в 1965 году. To honor his arrival and especially the gift of the holy name that he gave to the world. Чтобы выразить почтение его прибытию в западный мир и также выразить нашу благодарность за его дар святого имени. So this is going on from 1996 every year. И этот фестиваль продолжается с 1996 года и проходит каждый год. So we would like everyone to participate. So every day I think you have a kirtan floor. И мне бы хотелось, чтобы каждый из вас принял участие в этой яге, в этом фестивале. И я, насколько слышал, что каждый вечер здесь будет проходить Санкиртана яги, так? Join the devotees from around the world by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Srila Prabhupada ki, World Holy Name Festival ki, Lord Premanande. Я хотел попросить, пока готовится
Следующая часть нашей программы будет как раз киртан. Мы попросим Шишанандана с вами вести этот киртан. И пока музыканты ставят, я хочу попросить Прамятму Прабху, пожалуйста, дать несколько важных объявлений. Прамятма Прабху будет вести наши программы, вот, давать настроить, и, пожалуйста, очень внимательно слушайте, что он говорит. Holy Name Festival. Прежде чем мы начнем, я хочу повторить слова Ягранатха Махараджа о том, что сейчас проходит Всемирный фестиваль Святого Имени. There are now special efforts to chant more the holy name all over the world. Этот фестиваль включает в себя усилия преданных по всему миру воспевать святые имена больше. Some devotees do more japa. Некоторые преданные повторяют больше кругов джапы. Other devotees come together in their homes and invite friends and sing there more the holy name. А некоторые преданные приглашают к себе домой друзей и с ними воспевают больше святых имен. And still other devotees go around the country with horses and oxen on Padayatra and spread the holy name throughout the lands. А еще другие преданные ездят с бычьими упряжками по разным странам и проводят подаятру, распространяя славу святого имени. And we here in Russia, what do we do? А что же мы делаем в России? We are together at the Sadhu Sanга festival and we chant all together. В России мы собрались на фестиваль Садху Санги и воспеваем все вместе. Let the vibration of the holy name go and circle all over the world. Пусть же звуки святого имени обойдут весь земной шар. In India they are chanting. Они воспеваются в Индии. In America they are chanting now more. Они воспеваются еще больше в Америке. In Germany they are chanting more. И в Германии воспеваются больше. And especially here in Russia, we can create a very nice sound vibration. И особенно здесь, в России, можно просто замечательный совместный звук. And in this way, it is a World Holy Name Festival, not just a Black Sea Holy Name Festival. Таким образом, это будет фестиваль святого не только на Черном мире, но фестиваль по всему миру. I request you now to forget all other things. Сейчас, пожалуйста, забудьте обо всем. Raise your hands lovingly and chant after me. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna.